две квартиры в Москве. Ёб твою, ячка, господи, мазафака. Сейчас, смотри, в 90-е Испанский он купил летчик. первую квартиру в 100. Москве. Платный Это лайк. Моя мать живет. Испанский. Подожди. Он купил эту... Испанский летчик. Макс, ты там 100 что-то платный лайк. да, Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое, испанский летчик. Я не знаю, кто это, но спасибо тебе большое за поддержку. Твой Вот, никнейм он будет в купил левом нижнем квартиру, углу. короче, Огромная под надписью огромная благодарность. Всегда можешь зайти в любой момент, посмотреть, как бы, ну, Все же слышали короче, такую твой историю, никнейм будет до конца создания, до конца существования этого Вот, канала. мой отец, ну, Поэтому можешь в любой момент вот зайти такой реально. и посмотреть У него бизнеса такого не то, было, что ты здесь был. Спасибо огромное. Если есть желание не подписаться, торговал, подписывайся, он ставь просто лайки и давай с зашел нами по играть. номерам, Просто можно. тестовый. Реально, это Ёб твою налево, боже, бля. Испанский летчик. Что ты требуешь? 500. А у тебя Нас на есть все донаты остальное. один звук. Ой, я зарабатываю. Ёб твою. Испанский летчик 500, а у тебя на все донаты один звук. Для чего они ноют за то, что... Спасибо тебе огромное, дружище. Спасибо Смотри, тебе чувак большое за то, что зарабатывает поддерживаешь. условно сотку, да, Ты ну, знаешь, про никнейм я говорил. Как тебе объяснить, короче, долгая история. Ты хочешь послушать? Я могу тебе сказать, расскажу все у меня, как есть. есть От начала и знакомый, до да, конца например, по-честному. Я считает, человек, который не вру и не хочу он врать. доставщик, ну курьер, да, в Москве работает. Я как бы, говорю, если да, ты ну, готов условно, да, послушать, что это я приблизительно говорю. минут на 5, У на вас есть 7. такое? Я с Вот, и удовольствием он зарабатывает расскажу. 100 тысяч. Ребят, можно я замучусь сейчас полностью? Я хочу пообщаться, так что жмите готов. Я хочу пообщаться, мне хочется рассказать, короче. Я полностью наушники Хорошо. замучу, но знаете, что Мы я с тобой здесь. пока поговорим. Все, да, давайте. Я приду, размучу сейчас. Вот, насчет донатов. Короче, рассказываю. Я до последнего не хотел создавать донаты. Серьезно. Я, стримлю активно. Короче, я активно стримлю с июля месяца прошлого года. Почему? В июне я хотел жениться. Я собирал денежку, я сам с Донецка, нам не платили 5 месяцев, короче. Я собирал денежку. Нам выплатили задолженность, я хотел повезти девочку, мы с девочкой вместе жили, хотел повезти девочку, короче, в Евпаторию, я ни разу в Крыму в Евпатории не был, как бы, вот. И, заказал путевки, короче, хотел жениться в итоге. Но в итоге перед 6 дней, у меня день рождения 6 июня, а мы должны были ехать 7 июня. Это был сюрприз, она не знала. Но в итоге 31 мая мы разошлись. Недели не хватило до предложения. Вот, поэтому... Было херово, тяжело, неприятно. Но я не хотел бухать, я не хотел идти там спиваться и все. Я просто начал стримить. Я мечтаю стримить и мечтаю. Я 7 лет. Томас Кот знает, это мой фанат. Томас Кот, братка, отвечу тебе насчет Таркова. Вот, это, я так говорю, это мой фанат, это человек, который пересмотрел все мои стримы старые, почти все, и все прокомментировал. Спасибо ему за это огромное. И я не хотел пить, я не хотел ничего гулять. Короче, я работаю, я с утра до вечера я шахтер. А с вечера до ночи я стримлю. Вот, 7 лет я мечтал стримить, я смотрю стримы, я после стримов своих иду чужие смотреть стримы, образно. И так я живу, короче. Я мечтал стримить. Была возможность раньше всегда стримить, я пытался стримить, на чем было. Где-то там кто-то видеокарту на день даст, я попробую в плохом качестве, где-то что-то. А здесь получилось собрать компьютер. Вот я собрал компьютер и думаю... Бухать я не хочу, то я не хочу, это я не хочу. Думаю, пойду я, короче, стримить. И я вот себя поначалу заставлял. Ребята это знают, я уже много раз рассказывал. Заставлял каждый день приходить с работы, чтобы не грустить, пытаться запустить стрим. Я запускал, как бы там не было настроения, пытался. Никто не заходил, естественно. Я знаю, что такое стримить. Я 7 месяцев стримил, до этого еще там стримил с нулем онлайна. Единственный, кто у меня сидел на стриме, это мой брат и моя бывшая девочка, которой деваться некуда. Так вот, 2 человека сидело. Кто-то заходил просто посмеяться надо мной, как бы, типа говорит, что ты там, ты что думаешь, у тебя получится, и все такое, короче. И вот в июне я активно прям думаю, буду каждый день себя заставлять. Каждый день буду себя заставлять. И ты знаешь, я... Ёб твою на... Вы чё, гоните, на? Продолжай делать то, что делаешь, и все получится. Спасибо тебе еще раз огромное. Я, короче, что я хотел сказать? Сейчас расскажу все подробно.
Спасибо. Мне, знаешь, что приятно? Вот Томас Кот знает, он меня очень много раз поддерживал, выручал и морально меня всегда поддерживает. Я не хочу выпрашивать, я не люблю выпрашивать, и никогда я не буду выпрашивать деньги у кого-то. Почему? Потому что, чтоб меня потом не упрекали и не говорили, да и вообще мне стыдно это, как бы, честно тебе говорю. И мне очень нравится, когда люди сами просто вот захотели, есть возможность у них, они дали. Нет возможности у них, ну, они ничего. Я очень благодарен. Вот, ну ладно, сейчас расскажу. Спасибо тебе еще раз огромное, спасибо большое вам за поддержку, ребята, всем. Спасибо большое. Вот. И, короче, и я стримил, и думаю, пить не хочу, ничего не хочу, буду стримить. Заставлялся после работы каждый день стримить. Тяжело было, плохо, ну, ну как бы стримил. В итоге месяца 3,5-3 ко мне никто не заходил. Я играл в игрушки, как вот и сейчас прошу подписаться людей. Так вот и просил там в Хан Showdown, там в игре, короче, просил. Ну и по чуть-чуть, в сентябре уже, спустя это июль, август и сентябрь, почти весь сентябрь. Спустя 3 месяца по чуть-чуть начали люди 1-2 на трансляции появляться. Здороваться. Тогда и Томаса Кота как раз таки я попросил в Ханте подписаться. И люди начали заходить. И вот тогда, вот в тот момент я начал уже начал как бы чувствовать, что у меня получается. До этого была большая дизмораль, до этого я не мог, короче, ни хрена делать, у меня жопа горела, я думал, я вообще все неправильно делаю, миллион раз хотел бросить. И это не связано с донатом, это связано с тем, что ты стримишь, а к тебе никто не заходит. А если и заходят, просто заходят тебя пообсирать, короче. Вот, ну ладно. А я такой человек, что я близко к сердцу, короче, принимаю все, вот. Ну и ладно. И получается, я-то стримил, а мне брат мой старший, постоянно говорит, сделай, когда ты сделаешь, ну, донат, когда ты сделаешь донат. А я ему говорю, а зачем? А зачем? Ну, типа, вот зачем? Ну, типа, пока вообще нету смысла, да я не хочу. Он, нет, сделай. Я с ним спорил, я до последнего не хотел, а он такой характером вспыльчивый. Я русский татарин, и он тоже как бы, ну, мы метизы, короче, не чистокровные татары, а метизы. И я, короче, он, ну, со мной спорил очень жестко. И я с ним очень жестко спорил. И он мне до последнего, да, сделай ты. А я стримил раньше, чтобы тебе понять, ну, как бы покажу. Я стримил с вот этого телефона, с вот этой камеры и с вот этого микрофона. И он мне говорит, ёпты, сделай ты сбор, возможно, ребята, кто-то поможет на микрофон. Чё ты, блядь, извините за маты, ну просто, чё ты, говорит, морозишься, сделай. Я до последнего не хотел. В итоге, короче, месяца 1,5 я простримил без ничего. Вообще, вот чисто активно, 1,5 месяца подряд без ничего. Ни доната у меня, ни описания не было, ни хера не было. Ну, как бы описание вручную писал там всем приятного вам просмотра и всего такого. Вот. И ты знаешь, как бы 1,5 месяца прошло, и мне брат говорит, сделай. Я говорю, хорошо. Ну, как бы уже мы там чуть ли ругаться не начали, сделал я. И просто, ну, я его не оформлял, ничего не делал. У меня за счет интернета половину DonatPay не работает, я то сделать не могу, то сделать не могу. Ну ладно, короче, я просто ссылку вставлял и все. Но с самого начала я ни у кого никогда ничего не выпрашивал. И вот насчет звука, ты говоришь, типа, насчет звука. Я не мог нормально настроить звук, я не знал, как это делать. Да я и не рассчитывал, если честно. Я тебе серьезно говорю. До последнего я не рассчитывал, что люди просто придут и помогут финансово. Серьезно. Вот тебе крест, я серьезно говорю. Ну, так, этого делать нельзя, простите. Я сам говорю, а сам делаю. Ну, просто хочется по-честному. И я как бы его особо не настраивал. Я поставил одну аватарку. И я поставил одну, получается. Она одна играла, там кто-то поддерживал, шикарно, типа. О, думаю, ничего себе. И вот как пошло. Я поставил, получается, ну, просто вот музыку скачал и аватарку. Первую, самая такая гифка, которая была безобидная. И которая у меня получилась. И вот проходит, получается, еще месяца 1,5. И вот Димон Лиспа, основатель Дискорда, который я в гостях там. Вот Томас Кот, Колобок, Антон Мороз, он же сейчас СПБ переписался. И кучу ребят, Недосмурф. Просто начали по чуть-чуть как бы поддерживать. Сбор был на микрофон 5500 рублей. Hola, amigo. Если ты досмотрел до этого момента, то пиши в комментариях, почему ты играешь в Тундеру, и тогда ты сможешь принять участие в розыгрыше Золотых Орлов. Важно! Участие в розыгрыше могут принять только обладатели рублевых аккаунтов. Приятного просмотра!
И я охерел тогда. И я реально охерел. И люди начали там, кто 100 рублей, кто 50, кто там колобок 2000 закидывал. Ну, он меня заставлял играть в визаж. Это, ну, короче, в хорроры. Я в хорроры не люблю играть. А он за счет того, что знал, что мне нужны деньги на микрофон, а он фанат хорроров, и знал, что я боюсь, он мне за денежку, за 2000 рублей заставлял там играть часа полтора в визаж, в хоррор. Я там чуть катушкой не поехал. В итоге на второй раз я ему отказал. Я говорю, ну, второй раз я еще... Получается, он мне сбор на микрофон закрыл, а потом я ему говорю, нет, больше я не буду, я удалил игру, ты чё, у меня чуть кукушка не съехала от этих игр. Короче, ужастиков я боюсь. Вот. И потом, получается, Лиспа Димон говорит, сделай мне, говорит, мой донат. Ну, что-то мы сидели, общались, и сделай мне, говорит, мой донат. Я говорю, Димон, я не умею делать, да и нет времени, да и не хочу, нахрен оно надо. Он, нет, сделай мне мой донат. И мы сидели, общались там в Дискорде, Миша еще был, и он говорит, и у них прикол, типа, «Мужицкий дождь», песня вот эта, «Мужицкий дождь», там что-то типа такого. И вот они говорят, поставь вот это. Я говорю, хорошо, я попробую. В итоге я скачал эту песню, он мне ее скинул. Я поставил «Мужицкий дождь» и поставил там, аватарка была одна с богохульством. Я не хотел с богохульством ставить, я сразу сказал. Я поставлю ту, которую там, какую я найду более-менее адекватную. С богохульством я не хочу, поэтому там прыгают парашютисты. И поставил ему, он в евро закидывает. Почему он в евро? Ну, он... Евро, блин. Испанский летчик, 5000. А мы без спроса поможем. 5 minutes later. Я не знаю, что сказать. У меня... Честно, я скажу, короче, у меня слезы... слезы накатываются. Спасибо тебе огромное за то, что ты поддерживаешь. Я этот день запомню надолго. Я что хотел сказать? Блять, мне стыдно, ужасно. Я хотел сказать спасибо. Я такого не ожидал. Явно не ожидал. И Томас Скотт сидит в чате. И как бы он... Это тот человек, который очень много... Ну, короче, испанский летчик, ты первый человек, который закинул такую сумму сразу, со старту. Это самая, ну, большая сумма, это история. Ну, это, ну, ты войдешь в историю. И рядом с тобой сидит Томас Скотт. Томас Скотт очень много мне помог. Очень много. Финансово. Вот на микрофон, на камеру. Вот с того доната, ну, с того сбора, что сейчас есть. Наверное, из всего он тысяч мне, наверное, уже 25, наверное, закинул. Я ему безумно за это благодарен, вообще всем благодарен. Но вот именно одной цифрой, вот, ну, история такая, что одной цифрой закинул ты. Я не хочу никого обидеть, и почему такие эмоции? Потому что я такого не ожидал. Я, ну, не верил в это. Это не байт, я не байчу никого, ничего не говорю, просто... Просто ты зашел, как бы... Меня не знаешь. И как бы просто, блядь... Я не хочу никого обидеть, я не хочу никого... Я не хочу показать того, что, типа, вот ты там закинул деньги. И, типа, все, ты лучший, там, типа, самый лучший. Вы все, я безумно вам благодарен. Ну, первый раз такое... Когда оно такое, короче. Томас Скотт, братан, прости, если я там что не так сказал. Я просто сейчас, блядь... Просто человек зашел со старту 6,5 тысяч, даже больше, скинул вот так просто. Просто, на тебе, братан, на, держи, дружище, блядь. Продолжай. Я безумно вам всем благодарен. Просто к чему я? Я очень близко к сердцу принимаю это все. И это моя история. Испанский летчик. 10 000. Буду его догонять.
Простите меня еще раз, пожалуйста, те, кто смотрит. Те, кто привыкли меня видеть в хорошем настроении. Я не знаю, это моя история, ребят. Это моя история, в ту, которую я... Никто, сука, не верил. Никто в меня не верил. С самого начала... Самого начала, блядь, никто не верил, блядь. Заходили, блядь, поиздеваться надо мной, блядь. Я за месяц заработал, блядь, 32 тысячи рублей в шахте, блядь. Человек зашел просто за старту 16,5, или сколько, я не знаю, тысяч закинул и, блядь, просто так. Ну, это правда или это неправда, я не знаю, нахуй. Я не хочу выделять кого-то лучше, кто-то хуже, нет. Я безумно вам всем благодарен за каждое ваше слово, которое в чате написано. За каждую подписку, за каждый лайк. Я точно не хотел испортить тебе настроение, скорее наоборот, простите. Не за что извиняться, ты шутишь. Просто, ну, я эмоциональный человек по жизни. Я сам по себе, ну... У меня в жизни до хера проблем, до хера всего. Я вообще сам по себе эмоциональный, я близнец, я эмоциональный человек. Я перед стримами очень долго настраиваюсь. Я музыку слушаю, я могу покричать, я могу попеть. Ты мне не испортил настроение, понимаешь? Блядь. Это нормально, когда донатят, значит есть лишнее на донат. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я не пью. Да, курю, не пью, я работаю. Денежку собираю, чтобы возможность была выкупить квартиру, где я сейчас снимаю. Как бы ты знаешь, другие бы люди, ну честно скажу, не подлизываюсь, просто я люблю правду говорить. Другие бы люди, ты вот так закинул бы им деньги, они бы тебе сейчас там кричали, какой ты самый лучший. Вот, поэтому я люблю мистера Летчика всей душой. И вы спросите, потому что он тебе донатит. Да. Пишите плюс, кто тоже любит испанского летчика, хлопцы. Я вот его очень люблю. Какой ты самый крутой. О том, что они тебя всегда рады были видеть там и все такое. Ты знаешь, а я тебя особо не знаю, ты меня тоже. И ты просто вот так сделал, я не знаю даже, что тебе сказать. Я не хочу лицемерить. Я не хочу лицемерить, я не буду там лицемерить. Я просто, тебе, по-человечески спасибо хочу сказать. Просто как вот человек человеку. У меня все типа друзья, которые сейчас, с которыми я уже не общаюсь давно. Ну, как давно. Вот я когда начинал, они с меня смеялись. Я помню, как я первую полоску выставил на микрофон. И они с меня смеялись. Я помню это, они мне, там, некоторые там друзей, типа, говорят, ты что там полоску выставил, ты что, ты думаешь, тебе донатить будут, ты что, ты там туда-сюда, типа, так, кто к тебе зайдет, блядь. Не то, что выпендриться, а просто. И ты знаешь, так обидно было. С одной стороны, я и не хотел этого, я не топил просто. Если бы я хотел бы денег, я б на каждом стриме бы, там говорил, закиньте мне, закиньте. Я, если могу это сказать там в шутку, и то своим. Те, кто понимают, что это шутка. И я помню тот момент, когда мне закинули, сбор на микрофон был. И, получается, собрали полностью на микрофон, и я его заказал, привезли, тогда 5600, по-моему, он стоил, что-то там с доставкой 6. И мы тогда собрали что-то 5600, я заказал, выпустил видео на канале, есть там, где огромная благодарность всем, за то, что помогли на микрофон, также на камеру. Да, у меня там не было фона, не было ничего. Я так по-корявому снял, но я снял от души. Вот. И мне те друзья, начали говорить, да что ты серьезно? Когда те говорили, типа того, что ты серьезно, ты думаешь, тебе кто-то поможет? А я говорил, я не надеюсь, что мне кто-то поможет. Я просто говорил то, что кто сможет, тот сможет. Дай бог, получится, не получится. Я не рассчитывал. Я на YouTube шел не за донатов. Я шел, раскрутиться, честно говорю. Чтобы, дай бог, раскрутиться. Чтобы, может, какую-то мини-рекламку рекламить, которая будет платить. Параллельно я буду работать, а это будет как вторая работа. Чтобы вырваться из бедности этой галимой, блядь.
И потом, короче, люди, те, которые увидели, мои друзья, они же подписаны на мой канал. И, короче, они увидели, типа, в смысле, ты выложил видео, типа, о том, что, как, тебе уже, типа, задонатили, ты уже купил, типа, микрофон. И я такой говорю, ну да, ребята, спасибо, поддержали. И они, ты что, серьезно? Я говорю, да, серьезно. И они, что, правда? Я говорю, да, правда. И, короче, и понеслось. Ну и потом, короче, со мной те же друзья, которые якобы кентовались, из-за 5500 рублей перестали общаться, понимаете? Из-за 5500 рублей, да? Вы просто понимаете? Друзья. Ладно. На будущее. Кто там думает, что вот там человек закинул 16500, 16600 за 5 минут, и он теперь лучше, чем другие. Нет. Я же говорю, я табульку показывал. Вот, табулька. 32 600, блядь, за 21 упряжку в шахте. И вот человек просто пришел, спасибо ему огромное. Вот так бах, и все, на полмесяца работы моей. Прикинь, бывает. Просто за то, что, блядь, просто поздороваться зашел, прикинь. 1 week later. Ты просто меня сломал, я на следующий день даже стримить не мог. Испанский летчик, спасибо огромное за твою поддержку, спасибо большое, что ты с нами, а мы с вами. Ты меня поломал в хорошем смысле слова. Честно, от души тебе безумно благодарен. Я видел, чем ты занимаешься, особенно приятно наблюдать за тем, как обычные, вот такие же, как я, ноунеймы, и ты к ним заходишь, и, ну, да, ихние эмоции видеть, это прекрасно. Спасибо тебе за это, за то, что делаешь добро, за то, что веришь в нас, в начинающих. Очень от этого приятно. Желаю тебе побольше хороших слов, побольше здоровья, чтобы твоя аудитория росла, чтобы ты кайфовал, чтобы тебя запомнили все. Я надеюсь, я надеюсь, тебя запомнят, и я думаю, тебя очень сильно много людей знает.